Я приехал в город Бонн для того, чтобы посетить местный ботанический сад. Это довольно старый ботанический сад. Его построили еще в XIV веке. Представьте себе, 7 веков он существует. Когда-то он принадлежал кёльнскому архиепископу. Естественно, за 7 веков его множество раз переделывали, реконструировали, меняли здесь все. До тех пор, пока во время Второй мировой войны его полностью не разрушили, его разбомбили просто. И уже после войны его начали восстанавливать, собственно говоря, не восстанавливать, а создавать фактически заново. Вот это восстановление или создание заново продолжалось до 1984 года, когда были построены 2 больших оранжереи, 2 зимних сада. Сад довольно интересный, хотя, конечно, не совсем удачное время я выбрал. Уже начало зимы, уже фактически вся листва опала. Я хотел сюда раньше приехать, в ноябре, когда вот цветная листва была, чтобы вам это показать. Но каждый день были дожди. Время фактически не было вот этого окна. Наконец-то вот солнечный денек в начале зимы, поэтому я выбрался. Все-таки для меня это интересно, я думаю, будет интересно и вам. Город Бонн, он когда-то после Второй мировой войны был столицей Федеративной Республики Германии. Когда Германия объединились, ГДР и ФРГ, столица опять вернулась в Берлин, а Бонн, ему досталась вот эта хорошо развитая инфраструктура. Это такой уютный, симпатичный город. Хватит исторических справок. Давайте гулять по ботаническому саду. Что мне нравится в немецких ботанических садах, и даже не только ботанических садах, но и просто в парках, это наличие табличек. Здесь их понятно, это ботанический сад, они здесь возле каждого растения. Но даже в парках, казалось бы, зачем? Висят таблички. Правда, иногда приколочены просто гвоздями к древесине, но тем не менее. Название растения по-немецки, название растения на латыни. Краткая информация, где его родина, каким образом и когда оно появилось в Европе. Даже для человека, который, в общем-то, не интересуется ботаникой, но его что-то заинтересовало, ему понравилось какое-то растение, он подходит, читает и получает массу информации. Здесь эти таблички буквально, ботанический сад, буквально через каждые полметра. Каждое растение обозначено. Просто надпись, что это за растение. Любой человек, который интересуется растениями, может сфотографировать, узнать, прочитать. В интернете сейчас об этом информации много. Вот это у меня за спиной, это остатки секвойя-дендрона или мамонтовое дерево. Наверняка, кто смотрит мой канал, знает о том, что это за дерево. Я когда-то садил у себя его на участке. Здесь табличка, объясняющая, почему только пень. В 2015 году все с ним было прекрасно, но в 2016 оно начало засыхать. Постепенно стали засыхать и отваливаться ветки. В конце концов, ради безопасности, как тут написано, посетителей его пришлось полностью спилить и срубить. Зачем оставили пень? В этом ботаническом саду оставляют все пеньки от срубленных растений любых, кленов, акаций, берез и в том числе секвойя-дендрона. Дело в том, что, опять же, как тут написано, они заботятся о всяких животных, о всяких микроорганизмах. Вот этот пень простоит какое-то время, но постепенно он будет, естественно, разлагаться и служить пищей и домом для каких-то мелких насекомых, для микроорганизмов. И вполне возможно, эти насекомые и микроорганизмы станут пищей для каких-то животных. Вот так вот цепочка пищевая таким образом здесь поддерживается. А вот смотрите, какая интересная куча, сложенные бревна, причем бревна обгоревшие. Дело в том, что здесь разводят жука. Жука, который любит селиться именно на участках сгоревшего леса. Такая у него особенность. Мало того, они, как тут написано, опять же, я читаю таблички, они обладают специальными инфракрасными какими-то органами, эти насекомые, и чувствуют этот пожар за многие-многие километры, перебираются на эти места, и там начинают у них вылупляться личинки, которым необходимо для питания именно вот эта вот зола, которая остается после пожаров. И здесь вот это вот искусственно таким образом этих насекомых разводят. Первый раз такое вижу. А вот эта большая сосна, это черная сосна, посажена здесь в
1900 году, высота 28 метров. Огромное дерево. Родина — это юг Европы, Малая Азия. В общем-то, довольно распространенный вид сосны. А рядом с черной сосной сосна поменьше. Это сосна Култера, тоже очень интересная. Ее родина Калифорния, Мексика, в тех краях она растет. Размером поменьше, но шишки огромные. Вот она какая-то шишка. Большая, сантиметров 25, а то и 30. Специально для нас тут ее повесили, чтобы мы полюбовались. Тяжеленькая, хотя, конечно, пустая. А это земляничник мой любимый. Смотрите, он одновременно и цветет. Вот цветочки на переднем плане. И висят вот эти разноцветные шарики. Такие пупырчатые. Это плоды. О, а что я вижу на противоположном берегу? Красное дерево, видите? Прямо из воды растет. Это болотный кипарис, таксодиум так называемый. Вот его корни, которые торчат вот там по краям, во все стороны, способны улавливать воздух из атмосферы. Потому что, по большому счету, его корни находятся в воде. И воздуха там нет. Вот они вылазят на поверхность и таким образом дышат. Растение хвоепадное, то есть оно сбрасывает свою хвою на зиму. Очень интересный экземпляр. Смотрите, какая штука интересная. Это красавец гинго. Видите, здесь у него еще листва сохранилась желтая, опадает, внизу все желтое. Ему сделали специальную такую перголу, опору, потому что ветка тяжелая, ветка на ней просто лежит. Такая арка своеобразная. Очень красиво, очень живописно. Ну, там парочки прогуливаются периодически. В таком случае хотел пару слов сказать про плоды гинго. Вот они висят, видите, в огромном количестве висят. Просто тут ожерелье целое. Они падают, гниют. Запах. Ну вот, у меня тут спор возник с одним из моих зрителей, который говорил, что проходить под деревьями невозможно. Ну, нормально можно ходить, да, запах чувствуется, но он не настолько сильный, что прямо вообще там тошнило человека. Нет. А может, у меня, конечно, с носом что-то не то. Вон их сколько. Самое время собирать. Вот это у меня за спиной очень популярный в Германии вид бамбука. Форгезия скабрида, если так по латыни, по-правильному. Почему популярный? Дело в том, что он достаточно морозоустойчивый, для местного климата подходит. Он невысокий, 3-4 метра, и в принципе отлично растет в контейнере. Вот в том месте, где я живу, как раз в контейнере он и растет. Его стригут периодически, он прекрасно себя чувствует. Совершенно неприхотливый для здешнего климата бамбук. Но вот это растение наверняка многие из вас знают, хотя вряд ли кто-то узнает. Это хурма. Хурма обыкновенная, хурма кавказская, хурма лотосовидная, как это называется. Мелкие плоды. Но это хурма. Имя немецкого ученого и в том числе ботаника Зибальда наверняка кому-то из вас известно. Магнолия Зибальда, знаменитая такая разновидность. Вот здесь ему установлен бюст в этом ботаническом саду. Хотя, честно сказать, ну я как-то пока не нашел, почему именно здесь. Он работал, по-моему, в других каких-то частях Германии. Но, тем не менее, ученый очень знаменитый. Знаменитый, кстати сказать, тем, что описывал многие растения, которые растут в Японии, за что его даже выслали в свое время из Японии, потому что посчитали, что он собирает какие-то секретные данные. Коль скоро мы заговорили про магнолии, здесь есть небольшой магнолиевый садик. Причем всякие тут магнолии высокие, большие, и какие-то типа кустарников. Я представляю, как здесь красиво весной. Наверное, надо будет весной сюда приехать, когда эти магнолии зацветают. Он такой компактный, тут, наверное, все в цветах.
Конечно, у меня не было ни возможности, ни сил рассказать вам подробно про этот ботанический сад. Кстати сказать, он не очень-то и большой. Но здесь так много растений, табличек, так много информации, что здесь можно гулять, 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 особенно если вы, конечно, интересуетесь растениями. Хотел бы сказать, что сейчас этот ботанический сад принадлежит местному Боннскому университету. И здесь не только выращивают растения для посетителей, для красоты. Нет, здесь еще и есть научная часть, где те же самые студенты проходят какие-то практические занятия, что-то изучают, как всегда у студентов, лабораторные работы и прочие вещи. В этом ботаническом саду все растения собраны в определенные группы. Есть группа растений, характерных для пустыни, есть группа растений, характерных, наоборот, для влажных мест, есть группа растений, характерных именно для Германии. Конечно, ходить здесь и смотреть надо долго и много. Ну, а мне, наверное, уже пора возвращаться, как говорится, к месту своей регистрации. Надеюсь, я сюда еще вернусь. Возможно, и снова возьму вас с собой. Ну, на сегодня все. Всего вам доброго. Thank you.